Всем привет! И это видео о потере зубов во взрослом возрасте. Этот ролик актуален буквально для всех, потому что, несмотря на генетику, несмотря на самую идеальную гигиену, каждый человек рано или поздно столкнется с потерей зубов по тем или иным причинам. Давайте разберемся, что делать, если зубы потеряны давно и имплантация без удаления или сильной обточки невозможна. Как не попасть на полноценное ортодонтическое лечение, потеряв всего лишь 1-2 зуба, и что делать, если зубы наклонились или сместились в сторону удаленных зубов. Итак, приступим. В этом видео мы уже говорили о врожденной одонтии, о ее причинах и, соответственно, о ключевых отличиях от той темы, которую мы разбираем сегодня. А именно, если у нас зубов не было изначально или они были потеряны очень рано, то промежутки закрываются с ухудшением эстетики, с ухудшением прикуса, но тем не менее дырок между зубами у нас не будет. Если же у нас зубы теряются в возрасте после 15-16 лет, то эти промежутки остаются с нами на всю жизнь. Лишь с той оговоркой, что соседние зубы со временем начинают наклоняться или смещаться целиком в сторону удаленных зубов. Итак, давайте разберемся, почему же все это происходит. Если говорить простым языком, то по сути на зуб давит множество сил, но они все примерно уравновешивают друг друга, и соответственно зуб никуда не движется. Если же у нас такой зуб теряет одного из своих соседей, то вот эта вся система, она выходит из своего равновесия, и зуб со временем начинает смещаться из-за того, что на него воздействуют какие-то неуравновешенные силы. Помимо прочего, при потере всего лишь одной шестерки, это зубы, которые у нас прорезаются самыми первыми и чаще всего страдают именно в первую очередь они, происходит ухудшение жевательной эффективности на 15%, потому что два крупных зуба, этот зуб, который потерян, и зуб напротив, не участвуют в жевании. Так как есть никто из нас меньше не будет, то все остальные зубы, соответственно, начинают изнашиваться на 15% быстрее. А что будет, если он будет потерян не один, а несколько зубов? Итак, есть два негативных следствия потери зубов. Первое – это увеличенный износ оставшихся, и второе – смещение, о котором мы поговорили в начале. Быстрое или медленное зависит от каждой конкретной ситуации. Это зависит и от качества кости, и от зуба, и от прикуса, и от того, как он смыкается. Бывает, что и за 5 лет зубы почти на своем месте остаются, а бывает, что всего за пару лет зуб наклоняется настолько сильно, что уже даже имплант рядом поставить нельзя. Поэтому каждая ситуация сугубо индивидуальна. Мы будем говорить лишь о приблизительных сроках, чтобы дать вам обзорные варианты решения в каждой конкретной ситуации. Итак, что же делать? Если у нас потерян зуб совсем недавно, а именно в пределах года, то чаще всего можно обойтись вообще без ортодонтического лечения и просто запротезироваться. По современным понятиям оптимальным вариантом чаще всего является имплантация, но в некоторых случаях применяются и другие варианты протезирования. В случаях второй категории зубы наклоняются умеренно. Обычно это происходит в течение 1-2, максимум 3 лет после удаления. В этих ситуациях обычно имплант сам поставить можно, для него хватает места, а вот для коронки полноценного места уже не хватает. И соседние зубы из-за своего наклона не смыкаются правильно с антагонистами, то есть зубами напротив. В этой ситуации есть два варианта решения проблемы. Первое. Можно поставить брекет-систему и устранить все погрешности в положении зубов. Кроме того, существует локальный вариант решения проблемы, например, семерок. А именно они чаще всего страдают из-за наклона, как я уже говорил, в том числе потому, что шестые зубы у нас наиболее рано уходят чаще всего. Соответственно, если у нас, допустим, наклонилась вперед семерка, то есть вариант локального решения проблемы, а именно нужно поставить мини-винт за семеркой в область восьмерки. Кстати, о мини-винтах есть отдельный ролик. И, соответственно, приложив силы, поставив цепочки, оттянуть эту семерку в правильное положение. Единственный нюанс, что восьмерки делают невозможным установку мини-винта позади седьмого зуба и очень сильно мешают выравниванию семерки. Поэтому
В подобных случаях чаще всего необходимо восьмерки удалить. Вариант номер 2, более простой для пациента, связан с тем, чтобы поставить сразу имплантат в промежуток и поставить на него после, естественно, остеоинтеграции, то есть приживления импланта, поставить на него временную коронку. На эту временную коронку ставятся уже брекеты и на семерку, на соседнюю. И, соответственно, опираясь на имплантат, мы толкаем вот этот вот седьмой зуб наклонен и ставим его в правильное положение. А после того, как ортодонтия завершена, временную коронку маленькую неправильную форму меняют уже на постоянную, нормальных размеров и формы. Здесь есть ограничения в том, что ортодонт должен быть относительно опытным, чтобы грамотно все реализовать. И хирурги тоже должны быть не закостенелыми взглядами, не бояться нагрушать имплантаты. Если все сделать правильно, никакого вреда имплантату от данной манипуляции не будет. И ситуация номер 3, когда нет места для того, чтобы сразу поставить имплантат. Чаще всего подобные ситуации возникают, когда после потери зуба прошло уже более 3-5 лет, и, соответственно, зубы уже наклонились или сдвинулись в сторону промежутка очень сильно. В этом случае вам могут предложить варианты с большой обточкой зубов или поставить какой-то очень маленький имплантат не по центру промежутка, но лучше на них не соглашаться, потому что это все будут очень-очень большие компромиссы. И наиболее разумным вариантом здесь будет полное или частичное ортодонтическое лечение в начале и имплантация с протезированием уже после того, как все зубы займут причитающиеся им места. Единственный нюанс, что большой наклон зубов, к сожалению, не проходит бесследно для их состояния. Чаще всего сильно наклоненные зубы страдают от того, что образуется костный карман медиально, то есть с передней поверхности зуба, и если его выровнять, то в этой области будет опущение костной ткани, соответственно, частичное обнажение корня. Конечно же, такой зуб еще послужит, его не надо будет удалять в ближайшие годы, но, к сожалению, назвать его здоровым нельзя. Я надеюсь, что из этого видео вы поняли, что максимально разумным и наименее затратным вариантом будет имплантация и либо другие виды протезирования как можно быстрее после удаления зуба, все в разумных пределах, конечно же. Этим самым вы обезопасите себя от необходимости ортодонтического лечения, что называется, на ровном месте. На этом все. До встречи в новых видео. Пока.